Всем здорово, народ! Сегодня у нас снова будет челлендж с вами. Значит, есть у меня такой вот анхолик, ДКшник 263-го итем левела. И мы будем с вами регать солоку, посмотрим, насколько там будет больно или не больно. Соответственно, всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. Итак, народ, значит, минимальный гир, чтобы регнуть солоку, это 258-й. У меня он 263, соответственно, то есть буквально на 5 итем левелов больше, плюс у меня нет каких-то мощных камней и так далее. Единственное, что на данном анхолике у меня 4-я категория прокачана. В целом 2.5 сервер это вообще немного, тут все бегают, вот как вы видите, в 3-й категории, во 2-й категории даже бывают чувачки. В общем, ну нормально, средняя такая ката пойдет. Раса у меня тоже стандартная. Синдарей, которые бладельфы, то есть не созвездие магистра имбалансная анхолика. Короче, у меня довольно средненький такой ДКшник, даже сказал бы ниже среднего по силе, поэтому будем из него выжимать максимум. Анализ сетапа. У меня имеется Энх Шаман и Холи Паладин в команде. Против меня Рестор Друид, Фрост Маг и Рестор Ретри Паладиныч. Довольно неприятно на самом-то деле комбинация у противника, хотя могла быть тоже получше, конечно. Но мне не нравится за анхолик играть вместе с Энхом. Это нормально, если у тебя хороший гир на анхолике, у вас тогда прямо миллион дэмэджа бурстового имеется. У вас и горгули, и взрыв питомца, и волки, и бладрейдж. В общем, да, тогда прям реально солидно получается. Но поскольку у нас шмот не дотягивает, до мага может нам не хватать. Вообще, конечно, план изначально был играть по магу, но когда паладин у нас отдал крылышки, можно было бы пробустить его. Просто навряд ли мы его все равно убьем. Да, у него не будет бабла, но, скорее всего, пробурстить паладина, латника, хоть он и ретрика не прото-паладин, все равно будет очень тяжело. Опять же, я понимаю, что у меня шмота мало, и нам нужно просто здесь играть, по сути, на дистанцию. Навряд ли мы здесь кого-то шотнем, быстренько заберстим и так далее. В критические моменты нужно будет помогать своей команде, чтобы ее не пробили, но, скорее всего, будут играть вообще по мне, не знаю, чего они ждут, что это они так медлят. Решили играть, по-моему, Энх Шаман. Это, на самом-то деле, ошибка с их стороны, как по мне. Нужно было бы упарываться в меня прямо со старта, на месте противников. Я бы так и сделал. Тем не менее, да. Если у моего Энха Шамана будут проблемы, я просто буду гриппать пока не постоянно к себе Паладиныча, буду прерывать касты Фростмагичу и так далее. В общем, будем делать все, чтобы его не убили. Если буду играть по мне, также буду просто лосать вражеских ДПСеров, пытаться их замедлять, убегать. Опять же, из-за того, что у нас имеется зеленка, практически невозможно умереть неожиданно на анхолике. Ну, в целом на ДКшнике. Зеленка есть у любого ДКшника, поэтому да. Если вас просто пробивают в данном сетапе, вот как сейчас, жмакаем зеленку и все. Фростмаг, по сути, бесполезный. Весь его дэмэдж нивелирован. Он мне только силу рун зарегенил прям максимально. Видели? Он в меня одну стрелу льда кастанул, и у меня просто было 20% силы рун, а стало 100. За одну стрелу просто вот вражеского фростмага. Вот поэтому, да, такая суета, конечно, интересная. Я понимаю, что они меня подпробили, подконтролили моего холика, поэтому просто нажимаю здесь себе зону антимагии, решаю переждать дэмэдж, который будет в меня залетать, или, по крайней мере, планируется от противничков, и просто спокойненько убегаем на ноге. Все, лосом вражеского мага, он по мне стрелять уже не может, ретрик тоже не хочет за нас его бежать, и я понимаю, что зеленка у меня уже снова скоро откдешится, буквально 5 секунд остается, и нам здесь особо ничего не угрожает. Все равно решил подойти, все равно решил класснуть себе стойку льда, потому что вдруг они попытаются меня сейчас заберсить под какой-нибудь стан паладина. Да, у меня был тринкет, но если бы он меня застанил под стойкой льда, я бы тринкет вообще не тратил и приберег бы его на потом, на более важную какую-нибудь игровую ситуацию. Все, понимаю, они решили меня конкретно так не фокусить, решили меня конкретно подзабить. Гриппаю сейчас к себе мага, чтобы пробить его, поскольку он был бы вне досягаемости для своего рестор друида, и у меня почти получилось это сделать. Я ему сбил щиты, но рестор друидыч уже подбежал. Накидываю немоту на ресторыч, опять же, чтобы хотелось пробить на мага побольше, станю мага, чтобы он им блинковался и не убегал, плюс он нажал свой бафчик, и сейчас будет, скорее всего, по нам опять же заезжать. Поэтому я классую стойку льда, чтобы меня опять же не пробили. Здесь, в общем, все делаем довольно умом. Гриппаю к себе рестор друида, чтобы не кастовал лишний раз. Прерываю ему кастик и просто бегу дальше за просто чем хочу его максимально напрягать. Ну, как видите, да, дэмэджа действительно не хватает. И это основная прошивка. Это основная, конечно, проблема, когда ты играешь на ДКшнике без шмота. Но это оно и логично, когда у противников слишком много реса, ты их тупо пробить не можешь своей зубочисткой, а не двуручной пушкой, по сути. Поэтому бой здесь быстро явно не закончится. Паладин снова дает крылья, и они не прекращают дамажить моего Шаманыча. Не хотят отпускать Энхича максимально. Я призываю Гаргу, но в меня залетает неприятный циклон. И я здесь вообще никак не могу этому помешать. У меня и зеленки не было. По сути, я мог это отконтролить и просто грипнуть к себе рестор друидыча. Да, просто в моменте не успела, не хватило мне внимания просто этот момент отмониторить.
Очень неплохо получилось проберстить прямо сейчас Фростмага. В моменте у него было 8000 хп. Опять же, взрыв трупа сыграл. У меня Энхич кританул, Гарга по нему постреляла. И Фростмага мы реально очень мощно пробили. На самом деле, глыбу он уже нажал, знаете, так, испугавшись. Мог бы глыбу не тратить, его все равно подняли, выхилили на максимум. Но, тем не менее, да, почему бы и нет. Один сейвич мы такой у него достали. Тут в меня упарывается вражеский ретрик. Я заметил, что моего хиллера просто зациклонили, поэтому инста нажал стойку льда. И когда в меня залетел стан от паладина, вы видели, что во мне стойка льда уже была. И, соответственно, дэмэдж я очень неплохо так понивелировал, нормально. Просто смог его не на фул ЗС от паладина, в общем, по мне прошел, нормальненько получилось. Себя, так сказать, подсейвили. Гриппу сейчас к себе, опять же, рестор друидыча. Мой шаман тоже в него начинает зарываться. Я в него кидаю релик на антихил. И мы попытались его пробить. Но, опять же, видите, как там много захила. Плюс паладин вражеский помогает на ретрике, он все равно хилит. И здесь, конечно же, друида убить было практически невозможно. Даже взрыв трупа нам бы никакой не помог. Даже если бы у меня была гаргулья, мы бы здесь все равно его не пробили, потому что он просто стоит под паладином, хилится и так далее. Я понимаю, что маг вражеский ушел отпиваться, но как бы я решил с этим абсолютно ничего не делать. И объясню почему. На самом деле, потому что у меня вообще в планах было пробить рестор друида и пробить его прям максимально больно и конкретно. Я понимаю, что пока маг будет отпиваться, это все-таки время. И пока он нам не мешает, он не контролит ни меня, ни моего, соответственно, энг-шамана, не накидывает шип, не накидывает станы. И я думал, что мы очень серьезно сейчас просадим Ресторыча, и даже если не убьем, то выбьем какие-то сейвы с паладина, выбьем сейвы с Ресторыча и так далее. Но, как мы видим, особо эффективно это действие ничем не закончилось. Ну, поэтому я понимаю, что все, мы здесь будем играть, опять же, еще минуты 3-4 минимум, пока урезание хила не будет прям слишком большим, чтобы вражеский рестор не смог это прохилить. Или мой холик не сможет прохилить дамаг, который залетает по нашей команде. Вот и посмотрим, что у нас получится по итогу здесь. Кто же победит, кто же переживет эту суровую битву не на жизнь, а на смерть. Но на самом деле такая, да, действительно выматывающая каточка. Потому что ты вроде бьешь, а паладин вражеский не просаживается, рестор вражеский не просаживается, фростмаг мы вообще его уже не трогаем. По идее, может стоять на фрикасте, но почему-то как-то очень неагрессивно играет. Я взорвал питомца и понимаю, что у меня подхила не будет, поэтому решил опять же клацнуть стойку льда, чтобы меня лишний раз здесь не пробили. И я не потерял слишком много хитпоинтов, потому что съесть по это не смогу. И такого прям мощного хила у меня не будет. Понимаю, что у меня нет зеленки, понимаю, что нужно отойти. И очень спокойно под фридом вражеского, моего точнее, Палыча, выбегаю. И на самом-то деле очень хорошо здесь сменил позиционку, хорошо выбежал. Меня просто захилил на фул мой лекарь. И я уже подвышел. В это время они попытались пробить энг-шамана, но опять же это сделать довольно сложно, у них это не получается. Призывается Гаргули, пытаемся еще раз пробить рестора через еще один заезд. И снова он просаживается вроде бы до 7000 хп, но потом что-то идет не так, и он становится максимально фуловым в моменте. Здесь подстанил друида, но он успел свапнуть форму на медведя, поэтому дэмэдж все-таки по нему прошел не фуловый. Залетает стан, залетает взрыв питомца, 5000 хп, 900 хп, по-моему, было в моменте прямо сейчас. Практически убили вражеского рестора, но чуть-чуть не хватило, чуть-чуть не дожали. И вот проблема уже моего энг-шамана. 20% хп у него остается, я понимаю, надо сейчас попробовать свичнуть таргет, попробовать пробить ретрика, чтобы он, по крайней мере, запаниковал и начал хилить сам себя, там как-то, знаете, не так активно дамажить. Вроде бы даже получилось, он поубавил свою спесь, скажем так, и перестал как-то упарываться прям в моего энхича. Мы его, по сути, не то что спасли, но, в общем, выжили максимум, как я думаю, из этой ситуации, тем, что просто в моменте свапнул свой таргет на энх Шаманыча. Рестор Друидыч зарегенил себе маны, но опять же это при игре против Рестора неизбежная тема такая, когда он нажимает на себя озарение, мана регенится довольно солидно. И сейчас у нас бой разделился на таких два лагеря, на две противоположные стороны. Там Фростмагич напрягает в соло моего Холи Паладина, а мы здесь с моим Энхом пытаемся пробить Ретрика и вражеского Рестора Друид. На самом деле для них эта ситуация получше, потому что хоть Энх Шаман и может себя очень активно хилить, он при этом не может очень активно дамажить, насколько я знаю. Можете меня поправить в комментариях, я за Энх Шамана на 3.3.5 не особо шарю. Знаю, что вот на Актуалыче ты либо дамажишь очень больно, либо хилишь сам себя очень мощно. А вот и то, и другое делать не всегда получается, по крайней мере, пока нет бафов. И вот сейчас небольшое затишье, видимо, перед бурей будет происходить, потому что как-то и враги поубежали, и мы расчилились. Вообще, на самом-то деле, вернуться бы на Фростмага и просто набить ему лицо было бы очень неплохо, я думаю. Опять же, поскольку урезание хила уже довольно большое, нужно это и сделать. Здесь попытался кикнуть ему смерть, чуть-чуть не хватило мне рейнджи, чтобы до него добежать, поэтому все-таки в циклон меня фуловый вражеский рестор друид поймал. Но не то, чтобы это было как-то критично в данном моменте, поэтому я решил, поймал да поймал, ладно. В любом случае, у меня не было тринкета, я ничего не мог с этим сделать. Просто решил переждать.
Поснимал на камеру, пока летаю в циклоне. Здесь накинул немоту на вражеского мага, чтобы он как-то сильно не заберстил моего Энхича, потому что мой Энхич в моменте было 50% хп, не хотелось особо подвергать его жизни опасности. И глыба выбивается, на самом-то деле, мне кажется, он мог ее не тратить прямо так. Резко. И, по сути, в никуда. После этого можно заезжать по магу, я думаю, после этой глыбы, вернуться снова на него. Немножко подошел к вражескому рестору друида, попугал его. А типа буду сейчас играть по нему, но на самом-то деле нет, мы знаем наш план изначальный. И вот про что я говорил, после глыбы маг откис. На самом деле не знаю, зачем он потратил эту глыбу. Мог ее не нажимать совершенно спокойно, он был фулловый в этом моменте. Надо было просадиться до лоу хп, потом уже нажать глыбу. И как-то в это время бы его ресторидж захилил тудой-сюдой. В общем, получилось неплохо, пацаны. Получилось реально неплохо, дэмэджа много, захила тоже много. И даже победка имеется в 263-м итем левеле. А для тех, кто досмотрел данную каточку до конца, у меня подарок. Еще одна котеечка, пацаны. Играем вместе с ТЦшником на престе и с охотником, соответственно, в стрельбе. Против нас будет Шаманыч, Ресторыч, Разбийник и, по-моему, Ферал Друид. Такая комбинация у противника довольно неприятная, два инвизера. Скрывается Разбийник, Чепушитель и Флакси на Ферал Друидыче, действительно. Решил пока просто подстанить Ферала, посмотреть, тринканет, не тринканет, не тринкует, по крайней мере, ладно, окей. И просто грипнуть его к себе, чтобы сбить ему циклон. У него залетел также еще Фир, ну, потому что мы играем без связи, очевидно, с моим лекарем. И я ему не мог сказать, что давай-ка ты не будешь тратить Фир, я просто грипну к себе друида. И тебе не придется нажимать кнопку. Как-то очень нагло здесь играет Ферал Друид, мы пробили его на 50% уже хп, он слишком долго лосал своего рестор шамана, я призываю Гаргу, накидываю немоту в рестора, туда залетает ошеломление, красный контроль от нашей команды. Также закидываю еще волшебный поток, и по идее нам нужно сейчас заберсить Ферал Друида, пока на нем был еще мой релик на антихил. В общем, да, здесь Фералыч слишком сильно загулял, это очевидно была его ошибка. Ему нельзя было так далеко бегать от своего рестора друида, по крайней мере, когда бы его пробили, он должен вернуться был к своему рестор шаману, точнее, не к друиду. Но он решил не возвращаться, он загулял, рестор шаман потерял вообще позиционку абсолютно, поэтому в него и залетела моя немота, потом ошеломление от моего, соответственно, охотника, и мы Фералыча, естественно, там забили. Эту кошку мы уже не отпустили, плюс, опять же, на нем, да, висел мой релик на антихил, и пробить его было довольно просто. Там и барьерыч на антихил, и понижение хила в процентах, в общем, да. Ошибки от команды противника, плюс разбойник еще так убежал, не смог помочь. И по итогу, да, выигранная котечка, но она такая быстренькая, легкая, довольно простая. На этом видос завершаю, народ. Все мои гайды можете найти на Бусти, а я же вам желаю прогрессии в PvP. Кстати, с наступающим. Всем пока.